До того, как это место получило звучное имя Дар-эс-Салам, Дом мира, здесь испокон веку жили люди, говорившие на языках банту и знавшие приливы Индийского океана. Их лодки выходили на рассвете за рыбой, их деревни пахли дымом сгоревшей кокосовой скорлупы и солью. Потом с моря пришел другой мир. В гавань входили дау с косыми парусами, на берег сходили люди в белых одеждах, с тюками ткани, бусами, пряностями, незнакомыми словами и новыми обычаями. Арабские купцы назвали местных народом суахили, береговыми людьми. Они дали им ислам и связали побережье с Занзибаром, Оманом, Индией и Персией. В XIX веке султан Занзибара превратил маленькую гавань в порт и назвал его Дар-эс-Салам. Затем сюда пришли немцы. Они построили дорогу вглубь материка, склады, причалы и установили жесткую колониальную власть. Во время Великой войны одни белые люди выгнали других. Порт стал столицей британской Танганьики. До тех пор, пока колониальные чиновники не будут окончательно изгнаны, освободившаяся страна объединится с Занзибаром и образует Республику Танзания. Но порт переживал всех, кого только не видели на его сходнях: индийских лавочников, иранских моряков, египетских грузчиков, европейских инженеров, миссионеров, генералов, бродяг, белых, черных, красных. И однажды сюда сошли странные исхудалые люди с желтыми лицами, в одинаковых серых костюмах и кепках, с одинаковыми чемоданами на плечах. Они шагали в ритм командам, выкрикиваемым в репродуктор на незнакомом языке. Местные, столпившиеся у причала, тревожно переговаривались. Кто они? Солдаты чьей-то очередной армии? Заключенные? Откуда они? Что они делают на нашей земле? Они приехали, чтобы помочь нам, отвечали им. Они будут строить железную дорогу, которая освободит нас от зависимости от оставшегося в Африке белого меньшинства, захватившего выход к далеким портам на юге. Это наши новые братья. Им было хуже, чем нам, и поэтому они пришли на помощь, когда богатые и сильные от нас отвернулись. Вместе мы построим дорогу свободы. Вы меня неоднократно спрашивали, откуда я беру темы. Вот, пожалуйста, в этот раз. В приступе ностальгии я слушала музыку моей молодости. В том числе один из шедевров группы Якида «Pride of Africa». Люди моего поколения уже начали напевать. Две красотки в черных платьях и солдатских ботинках путешествуют по железной дороге через какую-то экзотику. Эта песня была на каждой дискотеке. Но сейчас текст, который я тогда не понимала, начал вдруг бесконтрольно проникать в мое сознание. Я стала понимать, о чем они поют. Железнодорожная магистраль тянется через континент от Кейптауна до Каира, но она не закончена. А потом они рассказывают о поезде «Гордость Африки» и буквально перечисляют основные станции от Кейптауна до Кимберли, далее Уоррентон и Булавайя, до самого Капиримкоши на севере. Так идет основная линия, но дальше есть еще одна ветка, построенная китайцами. Линия Тазара. И вот тут я такая: стоп! С какой это стати китайцы построили железную дорогу посреди Африки? Им что, делать было больше нечего? Пристегните ремни, наш паровоз взлетает. Место назначения – Замбия. «1964 год. Разгар холодной войны. Очень напряженный год в международной политике, но зато по всему миру рождаются новые либеральные идеологии и смелые технологические инновации. На летней Олимпиаде в Токио Япония демонстрирует всем, как далеко она успела уйти из кошмара послевоенной разрухи. Причем ЮАР банят от участия в играх, потому что их команда расово сегрегирована. В Копенгагене неизвестные воры украли голову статуи «Русалочка». Ее так и не нашли. Городским властям придется отливать новую голову по сохранившейся гипсовой модели. В США Джон Кемени и Томас Курц разрабатывают BASIC – первый язык программирования для неспециалистов,
Компьютеры поворачиваются лицом к человеку. Молодежная культура становится отдельной осознающей себя силой. Битлы приезжают в Америку и производят фурор. Зато концерт Rolling Stones в Нидерландах выходит из-под контроля. Музыканты успели сыграть всего 4 песни, после чего вошедшие в раж зрители начали ломиться на сцену, и полиция закрыла мероприятие. Доктор Мартин Лютер Кинг получает Нобелевскую премию мира. Между тем, после инцидента в Тонкинском заливе, Конгресс США дает президенту Линдону Джонсону открытый мандат на расширение военных действий во Вьетнаме. Китай испытывает свою первую атомную бомбу. Космический зонд Ranger 7 впервые передает на Землю фотографии поверхности Луны крупным планом, а Советский Союз запускает на околоземную орбиту «Восход-1» – первый космический аппарат с экипажем более одного человека. Космическая гонка обостряется. На киноэкраны выходит «Доктор Стрэнджлав» Стэнли Кубрика и мюзикл «Мэри Поппинс». В СССР самый хитовый фильм «Я шагаю по Москве». Романтическая фантазия о прекрасном настоящем. Но оно продлится недолго. Молодой человек! Ты чё кричишь? В октябре 1964-го Никиту Хрущева освобождают от должности, и к власти приходят советские консерваторы. Леонид Брежнев – первый секретарь ЦК, Алексей Косыгин – глава правительства. Не сразу, но неуклонно страна начинает скатываться в застой. А тем временем в Африке вылупляется очередная новая независимая страна – Республика Замбия. Новорожденной державе нужно быстро решать, к какому лагерю она пристанет – капиталистический Запад или социалистический мир. От этого зависит все ее будущее. Откатимся немного назад. До этого на этом месте была Родезия. Шальная британская идея, что английским джентльменам, взвалившим на свои плечи бремя белых, удастся распахать и индустриализовать Африку, как им уже удалось это сделать с Северной Америкой. Отодвинуть дикарей, не осознающих важности сельского хозяйства, наставить ферм, привести на кораблях мужественных белых колонистов, построить дороги от океана к океану, протянуть телеграф и поднять черный материк из каменного века в XIX. Не спрашивая мнения местных, разумеется, но установив границы с другими европейскими странами, у которых тоже есть интересы в Африке. Автором концепции был один потрясающий человек, о котором я хотела рассказать отдельно, но вы жалуетесь, что вам надоели биографии, ну вот и слушайте теперь про железную дорогу. Его звали Сесил Ротс. Он был англичанин, которого в детстве отправили в Южную Африку в надежде укрепить его хрупкое здоровье. Ротс продемонстрировал, что сильный характер может преодолеть физическую беспомощность. Разбогатев на алмазах Кимберли, он основал британскую южноафриканскую компанию, которая в 1889 году получила Королевскую хартию, сравнимую только с той, которая в свое время получила преснопамятная и уже почившая британская Ост-Индская компания. Родная корона благословила Ротса исследовать и колонизировать обширные территории к северу от реки Лимпомпо, заключать концессии, ставить форпосты, собирать налоги и содержать частную армию. Все как было в Индии, только почти 300 лет спустя. Ротс мечтал найти новый Ранд, то есть Витватерсранд, горный кряж в Трансваале, где в 1886 году обнаружили огромные залежи золота. Из этого золота вырос Йоханнесбург. Ротс надеялся, что на севере, в районе Великого Зимбабве, под землей лежит гигантское богатство, еще не освоенное современными методами. Заодно можно будет распахать саванну, засеять кукурузой и табаком, в общем, компенсировать родине потерю неблагодарной Америки. Я понимаю, что это звучит слегка безумно, но Африка, господа, это не только пустыня Сахара и конголезские джунгли. Это огромный материк с очень разнообразными климатическими зонами, некоторые из них вполне умеренные. То есть, в принципе, часть Африки действительно на первый взгляд годилась для подобной колонизации. Ключевое слово «на первый взгляд». И Ротс начал осуществлять свой план,
человек, который в 19 лет перенес свой первый сердечный приступ. Он также намеревался соединить железной дорогой и после телеграфом южные британские колонии в Африке с северными, Кейптаун с Каиром, но не успел, как, собственно, и поется в песне группы Якида. Однако дорогу дотянули аж за реку Замбези, и белые поселенцы туда добрались, и местных подвинули, и договорились с вождями, и в знак признательности колонисты назвали этот край в честь Ротса – Родезией. Ротс не нашел в тех краях золота, но северная Родезия оказалась богата медью. Это выяснили уже после смерти Ротса. Он скончался в возрасте 48 лет. Сердце все-таки не выдержало такого размаха работ и такого уровня расизма. Однако уже в 1920-х годах крупные месторождения меди в Северной Родезии стали играть центральную роль в колониальной экономике. Но наслаждаться медной лихорадкой британцам было суждено недолго. После Второй мировой войны началась стремительная деколонизация Африки. Первой независимость получила Ливия в 1951 году, за ней последовали другие страны. Кульминацией был 1960 год, вошедший в историю как Год Африки, когда сразу 17 государств обрели независимость. А к 1964 году дошла очередь до Северной Родезии, которая стала независимой и переименовала себя в Замбию. Ее первому президенту, Кеннету Каунда, сыну миссионера, бывшему учителю, убежденному христианину и африканскому националисту, надо было срочно решать, как будем строить новую самостоятельную экономику. Экспорт меди играл ключевую роль. После обретения независимости добыча меди не прекратилась, но появилась большая проблема. Какие проблемы могут быть у страны с таким географическим положением? Отсутствие выхода к морю, разумеется. 70 с лишним лет колониальной системы привязали горнодобывающую промышленность Замбии к системе железных дорог, запланированных еще Ротсом. Rhodesia Railways контролировала основные транспортные артерии страны, по которым ее медь шла к океанским портам на юге, через страны, не разделявшие ее политических амбиций. Это не было чисто идеологическим вопросом. В ноябре 1965 года белое правительство Южной Родезии, это через реку на юг от Замбии, на несколько месяцев отрезало Замбию от моря. Бензин приходилось возить самолетами из США. Это могло повториться в любой момент. Замбии нужна была своя собственная независимая транспортная артерия, не тянущаяся тысячи километров через вражеские территории. Поэтому президент Замбии Каунда и президент тоже недавно образовавшейся Танзании Ньерере всерьез заговорили о строительстве новой железной дороги из сердца Замбии на восток к океану через всю Танзанию. Тазара она называется в англоязычных источниках, Танзам по-русски. Танзам должен был соединить медный пояс Замбии с портом Дар-эс-Салам на побережье Индийского океана. Строительство железной дороги, граждане, это очень муторный и расходный проект. Он требует больших затрат сразу и потом долго окупается. Но в случае, если вы хотите возить действительно большие партии такой тяжелой вещи, как медь, это был единственный реальный вариант. На машинах возить металл, очень нецелесообразно. Такие грузы надо везти по железке. Но ни у Замбии, ни у Танзании на железную дорогу денег не было. Честно говоря, у них также не было опыта и специалистов. Одним из страшных последствий деколонизации Африки была острая нехватка квалифицированных кадров в новых странах, поскольку колонисты не были заинтересованы в образовании черного населения. Поэтому президенты Танзании и Замбии обратились за поддержкой к ООН. Помочь новым республикам отстоять свою экономическую независимость путем способствования строительства железнодорожной ветки Замбия-Танзания. На это страны-члены ООН ответили: независимость – это замечательно, мы всячески поддерживаем ваше стремление к независимости, но денег не дадим. Некоторые добавили еще на такую глупость: потому что у вас уже есть железная дорога, ездите по ней.
Дорога на юг к портам ЮАР прекрасно работала. Ну и что она проходит через недружественные страны? Зато она уже существует. Строительство новой ветки выглядело как чрезвычайно дорогостоящий дублирующий проект. Это звучало как желание подростка прорубить входную дверь на улицу прямо в стене своей комнаты, чтобы не ходить через комнату родителей. Как вариант коммерческой инвестиции это было абсолютно нецелесообразно. Но даже и как преимущественно идеологический проект он тоже был недостаточно хорош. В те годы мир был разделен на два огромных политических лагеря – капиталистический Запад и советский блок. Разгар холодной войны, господа. Как правило, блоки действовали в противофазе. Если один что-то делает, другой протестует и наоборот. Но в этот раз оба хором сказали, что это глупость, невыгодно, и они пальцем о палец не ударят, чтобы помочь. То есть Советский Союз тоже отказал. Строить почти 2000 километров железки через непроходимые районы Центральной Африки? А ради чего? Замбия и Танзания не были решительно советскими. Они были в первую очередь антиколониальными, но еще и очень ревниво независимыми. Они не хотели заменить британцев советниками из Москвы. И Москва решила, что политическая выгода здесь не покрывает стоимость. Президент Танзании Джулиус Нерерэ жаловался: «Все деньги в этом мире либо красные, либо синие. У меня нет своих зеленых денег. Так где же мне их взять? Я не участвую в холодной войне. Все, что мне нужно, это деньги на стройку». Короче, им отказали и наши, и ваши. Все, у кого были средства, посмотрели и сказали спасибо, нет. И только одна страна неожиданно согласилась помочь – Китай. В 60-х годах Китай не был страной, которую мы знаем сейчас. В 60-х годах никто не предполагал, что Китай сможет стать тем, чем он стал сейчас. Китай был бедным, аграрным, едва приходящим в себя после катастрофы большого скачка. Вы будете смеяться, но по основным показателям уровня жизни Замбия в те годы заметно опережала Китай. К тому же, поссорившись с Советским Союзом, Китай оказался в политической изоляции. И Пекин увидел в строительстве железной дороги Танзан шанс выйти на мировую арену и расширить свое политическое влияние. Развитым странам пришлось выйти в коридор, чтобы отсмеяться. Одна доходяга будет помогать двум другим доходягам, находящимся на другой стороне земного шара, строить никому не нужную железную дорогу. Из бамбука и коммунизма, по всей видимости. Но Замбия и Танзания с энтузиазмом приняли предложение. Привлечение Китая придало проекту беспрецедентный идеологический заряд. Новое китайско-африканское сотрудничество провозглашалось Союзом братских свободных народов. Китайские железнодорожники даже выпустят сборник стихов о строительстве Танзама под названием «Радуга дружбы», с иллюстрациями, изображающими улыбающихся африканских и китайских рабочих, трудящихся бок о бок. Ну что я вам рассказываю, будто вы сами не знаете. И когда братья Третьего мира взялись за лопаты, Первый мир забеспокоился. США внезапно предложила Замбии построить вместо железной дороги шоссе, то, что американцы строить большие мастера. США не нравилась мысль, что Китай может вывести в Африку вместе с техпомощью коммунизм, причем маоистского образца. И они решили перехватить политическую инициативу в регионе. В результате Соединенные Штаты финансировали строительство автомагистрали Танзан, которая строилась одновременно с железной дорогой. Делайте ставки, кто победит в этой гонке – капиталистические деньги или интернационал и ударный труд. И заодно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Помните, как французы пытались прокопать Панамский канал? Ну вот. Тут было примерно то же самое, только гораздо дальше. Нужно было проложить пути через одни из самых диких и труднодоступных районов Африки. 22 туннеля через горы, 320 мостов, один из которых через реку Мпанга имеет высоту 49 метров. Всего 1860 километров. Это как от Новосибирска до Иркутска, от Питера до Праги или от Парижа до Стокгольма.
В сезон дождей низины превращались в непроходимые болота. Заросли трав на равнинах вырастали выше человеческого роста. Приходилось прорубать проходы с помощью мачете. В кустарниковых чащах рабочие жестоко чесались от жалящих стручков растения упупу. Один китайский топограф даже умер от тяжелой аллергической реакции. В горных районах, особенно на сложнейшем участке между Млимбо и Макамбака, где предстояло построить 18 из 22 тоннелей, случались ночные заморозки ниже нуля. Мощные муссоны и тропические ливни размывали склоны, происходили частые оползни. Сезон дождей вообще оказался хуже всего, что могли ожидать неизбалованные иностранные специалисты. Вообще, практически все строительные материалы, оборудование и значительные объемы продовольствия и медикаментов были отправлены из Китая. Цитирую. Китай отправил более 1,5 миллиона тонн материалов, включая стальные рельсы, цемент и динамит, а также товары первой необходимости, несмотря на то, что сам испытывал острую нехватку. Знакомая картина, да? Пусть свои люди страдают, но на международной арене мы всем покажем. То есть у Китая тоже не было денег для финансирования строительства. Откуда? Поэтому он по преимуществу вкладывался не деньгами, а тем, что у него было, вещами и особенно людьми. На работы планировалось привлечь в общей сложности около 100 тысяч человек. Примерно 1/3 из Китая и 2/3 местных. На деле от 50 до 56 тысяч китайцев участвовало в этом проекте. Персонал, прибытие которого в Африку я писала в самом начале, строго отбирали с учетом политической надежности, физической подготовки и технической квалификации, а также наличия опыта работы в экстремальных условиях. Но такого экстрима китайцы все равно не ожидали. Один китайский рабочий вспоминал, как его команда неделю провела, отрезанная от всех наводнением, в постоянном страхе перед львами и гиенами. Другой рассказывал, что иногда нам приходилось пить воду, которую мы находили в следах слонов. Китайские и африканские рабочие работали и жили вместе. Для каждого 64-километрового участка пути были созданы строительные лагеря, которые перемещались по мере продвижения работ. Для обеспечения тени и пищи рабочие сами выращивали папайю и банановые деревья. Причем интернациональная дружба была по преимуществу только на плакатах. Местные рабочие не понимали юмора в китайской военной дисциплине. Под проливным дождем, когда всякий нормальный африканец спокойно отдыхает, китайские бригадиры кричали «Ганьхо» и гнали таскать рельсы. Работали круглосуточно и без выходных сменами, точно по часам. За опоздание китайские начальники штрафовали. Это резко контрастировало с местными африканскими традициями. Впрочем, африканцы быстро поняли, что если сесть под деревом с красной книжкой Мао Цзэдуна и сделать вид, что читаешь, начальник отстанет. Через пару-тройку лет скандалов, угроз забастовок и побегов в родную деревню команды все-таки притерлись и начали находить компромиссы. Рабочим разрешили делать перерывы во время дождя и брать выходные дни для участия в похоронах и свадьбах. Но это только для африканцев. Китайские бригады продолжали работать без перерывов. Отдельной проблемой для китайских инженеров были местные духовные верования. Все эти могилы предков, старые деревья с духами, проклятые места и прочие суеверия, на которые не пристало обращать внимание строителям коммунизма. Но попробуй не обращать, когда в лесах Удзунгвы однажды исчез китайский механик. Местные доходчиво объяснили, он забрел туда, куда нельзя было заходить без разрешения местных духов. В районе Млимбы китайские рабочие столкнулись с проклятыми склонами. Пробитый за день туннель за ночь снова заполнялся породой. Инженеры говорили нестабильный склон, плохой дренаж. Местные же утверждали, что земля не дает разрешения на строительство. После консультаций со специалистами был принесен в жертву черный бык. И только после этого работы пошли дальше. Но случались истории еще анекдотичнее. Китайцы пытались выкорчевать манговое дерево, росшее на могиле уважаемого предка.
Местные жители с завидным упорством возвращали его на место. Или, по другой версии, дерево каждую ночь возвращалось само. В конце концов, трассу пришлось немного изменить, чтобы обойти место упокоения почтенного человека. Трудно было понять, где кончаются суеверия и начинается веками накопленный опыт. Люди поколениями замечали, как ведет себя вода, почва, растительность. Они знали, где вода стоит после ливней, где трескается склон, где нельзя рыть без согласия общины, а где конфликт с деревней обойдется дороже любого обходного пути. На языке духов часто говорили гидрология, геология и социальные связи. Инженеры постепенно признали, что на этой земле есть люди, которые знают ее лучше них. Китайские бригадиры начали советоваться с местными проводниками и старейшинами. В ответ африканские рабочие начали вешать на взрывных площадках плакаты с цитатами из Мао для отпугивания духов. Между тем американцы строили на перегонки с китайцами свою шоссейную дорогу, и в некоторых районах маршруты пересекались. Тогда можно было увидеть по-настоящему символическую картину холодной войны. С одной стороны китайские рабочие кладут рельсы, с другой американские инженеры возятся с теодолитами. В жаркий полдень начала 1970 года неподалеку от Чималы, в южных высокогорьях Танзании, бригада китайских железнодорожников и их танзанийских коллег столкнулась с американцами, тоже делавшими свое дело. По одной версии, китайцы только что завершили строительство моста через приток Великой Руахи и укрепляли насыпь травой, когда американцы начали устанавливать геодезические метки прямо на свежеуложенном дерне. Китайцы убрали метки и водрузили на их место китайские флаги. Когда американцы попытались убрать флаги бульдозерами, их внезапно окружили 200 кричащих китайцев. Ситуацию удалось урегулировать только с помощью танзанийской полиции. Этот инцидент быстро получил международную известность и оброс легендами. Автодорога, детище западных доноров, олицетворяла свободу рынка. Грузы по ней можно было перевозить по индивидуальным графикам и маленькими партиями. Железная дорога символизировала социалистические принципы централизации экономики и государственного контроля. В результате американская альтернатива шоссе Танзам стала важнейшей автомобильной связью между Замбией и портом Дар-эс-Салам и основным конкурентом железной дороги. Первый пассажирский поезд прибыл в Дар-эс-Салам 24 октября 1975 года, в 11-ю годовщину независимости Замбии от Великобритании. После открытия Танзам некоторое время работал вовсю. По нему возили замбийскую медь к океанскому порту, а в обратную сторону шли топливо, удобрения, промышленные товары. Вдоль линии росли станции, поселки, рынки. Но проектной мощности он так и не достиг. И после конца апартеида и падения мировых цен на медь, грузопоток по Танзаму резко снизился. Дорога была рассчитана примерно на 5 миллионов тонн в год, но в лучшие времена вышла лишь примерно на 1,2 миллиона тонн. Но Танзам нельзя оценивать просто в тоннах перевезенной меди и окупаемости затрат. Он не только соединил Замбию с океаном, он создал вокруг себя человеческую инфраструктуру. Для тысяч африканцев Танзам стал первой профессиональной школой. Люди, которые пришли как неквалифицированные рабочие, уходили со специальностью. Сварщики, взрывники, механики подвижного состава. При строительстве открыли учебные центры железнодорожников. Там учили обслуживать пути и мосты, работать с телекоммуникациями и водить локомотивы. И еще примерно 200 танзанийцев и замбийцев отправили на 3-летнюю программу повышения квалификации в Пекин. И еще в 1971 Китай получил место в ООН, голосованием, в котором его активно поддержали независимые африканские страны. Между тем, железная дорога начала жить своей жизнью. Местные жители использовали ее насыпи как сухие тропы над затопленными равнинами, железнодорожные мосты как переходы через болото, а тоннели как короткие проходы через прежде непроходимые горные цепи. Станции становились укрытиями от ливней, источниками воды, местами торговли. Дорога стала частью ландшафта и частью повседневной жизни людей. Сегодня Танзам все еще действует и остается одним из самых ярких памятников истории XX века.
Дорога между двумя бедными странами, построенная третьей бедной страной, чтобы обойти давление богатых и сильных. Танзам стоит как доказательство. Если слабые объединятся, они смогут горы перевернуть. И что лучший способ помочь себе – это начать помогать другим. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.